Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я покажу вам, как можно смастерить утенка в винтажном стиле из простых и доступных материалов. В прошлом году я уже показывала, как сделать подобного цыпленка, а в этом году, вдохновившись старинными пасхальными фотографиями, решила сделать еще и утеночка. Надеюсь, видео вам понравится. Желаю всем приятного просмотра и успехов в творчестве. Для клюва и лапок подойдет флористическая проволока диаметром 1 мм. Ссылку на эскиз утенка я оставлю в описании под видео. Тело и голову формирую при помощи плотно смятой бумаги и фольги. Отдельно формирую щеки и равномерно приклеиваю их к голове, сверяя с эскизом. Также, сверяя с эскизом, приклеиваю проволоку для клюва. Клюв покрываю термоклеем, стараюсь сделать его как можно более гладким.
Для прочного крепления головы с телом я применила 3 отрезка проволоки, но это не обязательно, можно использовать небольшой отрезок деревянной шпажки. Перепонки для лапок вырезаю из трикотажной хлопковой ткани. Основу оклеиваю бумажным скотчем. При помощи термоклея заготовку обтягиваю трикотажной хлопковой тканью. Ткань подгоняю и обрезаю по мере приклеивания. Стараюсь сделать так, чтобы меньше были заметны стыки.
дополняя работу кусочками кружева. Работу пропитываю смесью столярного клея ПВА с водой. В данном случае может подойти и обычный клей ПВА. После высыхания клеевой смеси окрашиваю работу желтой акриловой краской. Лапки и клюв покрываю нежно-розовой акриловой краской. Коричневую акриловую краску разбавляю водой до жидкого состояния и наношу там, где должны быть тени, а также на кружево. Коричневой акриловой краской делаю более детальную подрисовку. На рельеф кружева, а также слегка по телу наношу светло-желтую акриловую краску при помощи спонжа. На свое усмотрение можно добавить немного перламутровой акриловой краски. Но не забывайте, если вы будете применять матовый лак, то перламутровая краска потеряет свой блеск. Добавляю еще немного мелкой подрисовки при помощи темно-коричневой акриловой краски и тонкой кисти.
В завершении работу необходимо покрыть акриловым лаком. Для большего блеска глазок и клювика я использовала глянцевый лак, а для тела подойдет полуглянцевый или матовый лак. После высыхания лака работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет! Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за ваши чудесные, добрые комментарии и приятные пожелания. Все ваше добро абсолютно искренне, взаимно. Гостей канала, как всегда, призываю подписываться и обязательно нажимать на колокольчик, чтобы не потерять мой канал и вовремя получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю волшебного творческого вдохновения. Пусть все у вас получается, ведь не получается только у тех, кто не пробует. Крепкого всем вам здоровья, берегите себя и своих близких. И самое главное, мое пожелание для всех людей, для всей планеты – это мирного неба над головой. До новых встреч!